Hallo Leute, guten Tag, liebe Freunde. 18 июля сегодня. Так, почему я начал так по-немецки резко? В общем, сегодня случилась такая ситуация, когда я пострадал от своего незнания немецкого языка. Сейчас расскажу. В общем, произошло следующее. Я решил наконец-то открыть себе счет в немецком банке, так как пока что у меня его не было. Я все эти 1,5 года или уже чуть больше, сколько здесь нахожусь, я пользовался банковским счетом жены. Ну, вернее, как пользовался. У меня только туда пособие приходит, а в принципе мне больше ни для чего немецкий счет банковский не нужен был. Вот. А тут же я недавно завел немецкую сим-карту, которая, собственно, и позволяет уже открыть мне счет. То есть прописка-то у меня есть, параграф есть, все есть. Как бы нужен был немецкий номер телефона. Но я им обзавелся из-за джоб-центра и курсов моих последних. И решил, раз теперь как бы препятствий нет, почему бы мне не открыть какую-нибудь себе карту. Посмотрел на Чек24, и оптимальным для меня показалось предложение от их же банка C24, который называется. Ну, то есть у них там своя экосистема, в которой есть и вот такой вот виртуальный банк, или как его правильно назвать. В общем, это банк без отделений, без своих банкоматов, что типа монобанка. Единственное, там есть нюансы по поводу пополнения этой карты. То есть, я так понимаю, это либо платно, если ты хочешь налик туда положить, или невозможно вообще, наверное, платно. Но это меня не сильно интересует, потому как я не планирую ложить туда наличку, откуда ей у меня взяться, собственно. Вот. В остальном там все это бесплатное обслуживание, там какие-то проценты на остаток, которого тоже у меня там не будет, в общем-то. Ну, в общем, подходит мне. Ну, я начал, соответственно, процедуру регистрации. Скачал приложение, все там позаполнял сначала на сайте в своем аккаунте Чек24, потом скачал приложение C24 и уже продолжил там. Ну и там два варианта подтверждения, значит, своей личности. Первый — это через другой банк внешний, ну как в Украине что-то типа банк ID или как-то это называется, по-моему, так. Вот, а здесь тоже такой же принцип, похожий, я так понимаю. Вот, ну, соответственно, у меня же нету банка здесь другого, и как бы этот вариант для меня не подходит, а подходит второй вариант. Это через видеоидентификацию. То есть звонит по видеосвязи человечек, ты с ним общаешься. Ну, что-то подобное было у меня, когда я оформлял сим-карту. Также точно позвонила девушка, я ей рассказал там что-то, то, что она спрашивала, дату рождения, туда-сюда. В общем, ну, подтвердить, что я не робот, а реальный человек, и эта карта для меня, там, показать паспорт. Ну, соответственно, я так думал, что эта процедура подтверждения в банке будет аналогичной, приблизительно. Ну, и позвонил. И оказалось, что когда я выбирал язык, там был либо английский, либо немецкий. Соответственно, я выбрал немецкий, потому как английский я же вообще не знаю, типа. Вот. И выбрал немецкий. Ну, и эта девушка говорит: здрасте, типа, назовите себя. Я назвал. И дальше как бы начались у нас преткновения. То есть она спрашивает, в какой банк вы... Каким, типа, банком вы сейчас хотите воспользоваться? Ну, как бы меня всегда такие вопросы очевидно ввергают в ступор. Я как бы мало того, что сконцентрирован на то, чтобы понимать, что она говорит по-немецки, и когда выскакивает то, что мне кажется вообще там нелогичным и лишним в данной ситуации, я вообще тогда как бы подвисаю жестко. Ну, я же начинаю там мямлить, типа, Чек24, пытаться сказать, там, вспоминать, как это 24 по-немецки будет, там, или, типа, это же не чек, а С, типа, ну, короче, вот такое все в голове у меня крутится, при этом всем я вторым умом, типа, думаю, а какого хрена она вообще спрашивает, разве не очевидно, раз я ей звоню, типа, из приложения, что, типа, зачем это хотя бы спрашивать? Ну, в общем, она увидела, что я туплю, и тупо отключилась, прям вообще вот так вот раз, и, типа, пропала связь, как будто разорвала. Ну, и непонятно, то есть она ничего не сказала, что, типа, я не могу с вами говорить, потому что вы тупой, типа, или что-то такое, поэтому я отключаюсь. Она просто вырубилась. Ну, думаю, может, разорвала связь. Думаю, окей. Звоню повторно. Звоню, берет уже другая, соответственно, оператор. Я ж уже более-менее готов к этой ситуации, что, типа, она спросит у меня как минимум, ну, в какой банк я звоню. Она говорит то же самое, типа, назовите себя, я называю. Она говорит, в какой банк вы, типа, звоните. Я говорю, C2FIA. Она говорит, каким продуктом вы хотите воспользоваться.
я ж такой, ага, вспоминаю, как этот продукт называется, это смарт-конто, что-то типа смарт-счет. Ну, это и тоже называю. Потом она что-то про телефонный номер. Типа, с какого номера вы нам звоните? Тут меня опять начинает клинить, потому как я звоню и по Wi-Fi, вообще не по мобильному, типа. И я начинаю тоже что-то тупить. Она, вы типа говорите по-немецки? Я говорю, ну, типа, очень плохо. Она, может быть, английский? Я, соответственно, говорю, еще хуже. Она, ну, тогда извините, типа, мы не сможем с вами пообщаться. И, типа, раз и сразу отключается. Я такой как бы сижу и думаю, блин, ну вот он, настал этот момент, когда я со своим типа нулевым знанием немецкого не могу добиться результата. Я, кстати, забыл сказать, между первым и вторым звонком я включил на ноутбуке ChatGPT в режим приема текста, ну, голоса перевода в текст. Там, когда ему пишешь ты промпт, ты можешь либо клавиатурой писать, либо нажать на значок микрофончика, и он твою речь распознает в текст. Ну, я иногда этим пользуюсь, когда вот так мне нужно понять, что мне немцы говорят, или там на фоне там лекцию какую-то читать, или еще что-то вот. То есть он набивает туда немецкие эти слова, я ему предварительно говорю, переводи все, что я тебе напишу по-немецки, переводи мне на русский. Ну и он как бы так работает. И здесь то же самое я поставил, все, потом я нажал этот текст, ему скормил, он мне ответил, что в принципе я все понял. То есть, ну вот этот момент с телефоном то же самое, и который меня вверх в шок, я же начинаю думать, наверное, что-то не понял, причем здесь номер телефона, я же звоню ей типа по Wi-Fi. А оказалось, действительно, да, она спрашивала именно это, типа, с какого номера вы нам звоните. Ну, и я, короче, такой вот это, и пошел гулять сейчас, и думаю, блин, ну, короче, надо что-то делать с этим. Ну, типа, наверное, уже буду я начинать учить немецкий. Да, блин, шучу, конечно, на какой нахрен немецкий, не буду я ничего учить, то есть я сейчас сделаю то же самое, приду домой, включу ChatGPT и таким же образом позвоню им еще раз 500, пока они все-таки меня не зарегистрируют, просто раз у них одинаковый алгоритм вопросов, то есть рано или поздно я все их запомню и буду говорить там просто я или nein, то есть я своей цели добьюсь, типа, зачем мне этот, в конце концов, немецкий. Ну, а если это не получится, тогда я, может, как-то по-другому это сделаю, через службу поддержки или еще что-то. И я даже задумался, блин, а не проще мне действительно выбрать английский, потому что, мне кажется, в плане понимания я английский, наверное, не так уж плохо знаю. То есть что-то там отвечать, я цифры, допустим, даже попросить назвать номер, я пока вспомню, что eins это, блин, one, это будет вообще там жопа. Но, тем не менее, остальные, может, какие-то моменты я лучше и на английском пойму. Ну, такая вот история. В общем, посмотрю, может, на послеобеденной прогулке уже будет чем ее дополнить. Может, уже будет результат или отсутствие его. Я на послеобеденной прогулке и вынужден признать, что не получилось у меня с активацией. Ну, это, во-первых, пока что. А во-вторых, я решил и сам передохнуть и дать немножко отдыха этим бедным операторам, которые пытаются меня зарегистрировать. Дело в том, что там все довольно-таки сложно. И я так думаю, что даже жена моя бы не справилась с этим. Ну, или ей было бы очень тяжело. Возможно, я еще сегодня с ней попробую. Но смысл в чем? Я пробовал после обеда еще раз 6 с ними связаться подряд. Один раз самая первая девочка, которая была утром, увидела меня, сразу отключилась. То есть там 2 секунды прошло, как в чат-рулетке вот это скидывают. Вот, остальные что-то пытались. И каждый раз мы заходили все дальше и дальше. После этих девочек стали уже мужики подключаться. Один не вывез меня довольно быстро. Дошли мы, по-моему, до фотографии паспорта уже. Вот. А последний, на котором я остановился, он прям вообще красавчик. Во-первых, он пытался, действительно, он там вроде попроще говорил, и жестами мне показывал, и все как мог. Вот. В этот раз я включил, я уже не старался отвлекаться на GPT, как бы, чтобы он там нажимать, типа, перевести то, что он сказал, попытаться прочесть и потом ему отвечать. Я уже понял, что это не работает. То есть это все довольно быстро, и как бы я не хочу лишний раз рисковать, чтобы они отключились. То есть я уже пробовал как бы записывать только, а самому пытаться понимать. Вот. И этот последний раз я записал скрипт этого разговора, и потом его прочитал, и это, ну, дурдом солнышко. То есть там то, что он мне показывал на пальцах и как бы так пытался объяснить, оно понималось лучше, нежели если бы я этот текст вникал. Потому что там в тексте, ну, просто жесть. Он как бы говорит
какую часть голограммы нужно закрыть, там, пальцем, потом повернуть лево, право. Ну, то есть они пытаются как бы сфотографировать паспорт и подтвердить его аутентичность удаленно, то есть понять, что это действительно там эти голограммки работают и как бы что это настоящий паспорт, вот эти все вещи, я так понимаю. И там куча слов специфических, которые он там просит туда-сюда повернуть, вот это вот все. Ну, как бы оно понятно, линз, рекс, то есть право-лево, это да, но там типа закрыть пальцем голограмму, и все, когда это сразу вместе, и вот ту сторону голограммы, потом ту сторону голограммы. Когда ты слаб на язык, то, я думаю, там, ну, я же говорю, жена бы, наверное, со своим B2 не справилась. Ну, хотя, не знаю. Ну, в общем, довольно сложно это было. Вот, я думал, там дальше будет все на облегчение, а получается, что нет. Ну, зато я уже там знаю все начало алгоритма, да, что там отвечать, как это. Вот, до этого момента я снова дойду до паспорта, а там могу срезаться. Но тут у него нервы не выдержали, когда он спросил дату рождения, как бы я это выхватил, думаю, что им показать или назвать. И пока я как бы думал, руки сами делали свои дела, получается, я начал в паспорте вращать страничку с датой рождения, чтобы ему показать, а он сказал, не убирай паспорт из кадра, и, короче, на радостях отключился. Ну, тоже не всегда так отключается, как будто связь прервалась. То есть у меня всегда ощущение такое, что вину тому не их типа не выдержка, или там мои ошибки, а именно то, что технический сбой. Вот, это, конечно, ну, дает некоторую неоднозначность. Ну, тем не менее, скорее всего, он отключился вот на этом моменте. То есть я уже практически, я так понимаю, дошел до конца. Поэтому я дальше понимаю, как пользоваться, как действовать. Вот, и буду просить, наверное, уже там жену, чтобы она попробовала. Ну, а там хз, как получится. Хотя вот я иду и думаю, наверное, у жены получится то же самое, что и GPT. То есть она не будет успевать мне переводить там и как-то объяснять, и эти все будут психовать. Ну, типа, это же все должен делать я, потому как моя персона идентифицируется. А я могу им там сказать вначале, что вот у меня рядом супруга, она может мне переводить некоторые вещи. Типа, может быть, они из-за этого будут там, типа, не спешить и отключаться, и как бы говорить помедленнее. Возможно. И не будет ли она тупить с переводом? Ну, то есть, когда это начнется, что и она не понимает, что они говорят, и мы, короче, там мычим тупим, и они опять будут психовать. Вот. Но меня это как бы даже не смущает, а наоборот веселит и интригует, потому как я настроен серьезно свести их с ума. Во-первых, мне не нравится их подход. То есть, ну, не всех, а вот большинства, да, которые просто, типа, там на середине бросают. Ну, там, понимает человек, не понимает. Если у них в должностной инструкции написано, что если вам не носитель языка, там, типа, пишет или звонит, а вы не обязаны его доводить до конца, типа, по регистрации, то окей. Ну, как бы не каждый из них даже говорит извините. Там парочка сказали, типа, извините, ну, не получится, там, перезвоните или что-то такое. Остальные просто отрубались. Меня это напрягает. Ты, типа, на работе, ты должен хотя бы ставить вот эту фразу, да, что, типа, ты не говоришь, чувак, извини, типа, я не могу, там, позвони в следующий раз. Это как бы понятно, да, ты человека не оскорбил, но когда просто с видом, типа, какого хрена ты сюда пришел, отрубаются, меня это, блин, заводит наоборот. Я там свои ошибки, типа, или там свою вину не снимаю, но какая разница, как бы, в чем моя вина, если ты делаешь неправильно по отношению к клиенту, каким бы он ни был. То есть тут мне их уже довести хочется до сказу, блин, поэтому я буду туда наяривать и до тех пор, пока они меня не заблокируют. И даже когда они меня заблокируют в C24, если, тогда я начну им писать на почту и, типа, требовать вообще наказать тех, кто это делал. Мне ничего не стоит попросить GPT составить мне текст, красочно расписать, какие они там все негодяи. Мне вообще даже не важен результат будет. А параллельно я буду еще другие банки пробовать, потому что их там не так уж мало. И для моих целей, как бы, я себе найду и другой банк, если у меня с этим не получится. Поэтому план такой: свести с ума всех этих консультантов и все-таки зарегать эту карту. Ну, а если не получится, значит, наказать за отношение плохое к клиентам. Ну, или не то, что наказать даже, а просто поставить им на вид, чтобы они знали, что бывает и такое. Потому как, ну, как и все в Германии, все оно немножко недоделано, все вроде на стандартные процедуры заточено, а с реальностью не бьется. То есть тут таких, блин, фраеров, как я, несколько миллионов, которые не в зуб ногой по-немецки. Тем не менее,
они и клиенты банка могут быть, и клиенты там каких-то магазинов, и потенциальные выборщики. Поэтому я думаю, они должны как-то адаптироваться к этой ситуации и как минимум там либо снижать требования по языку для своих этих регистраций, либо добавлять туда Russischsprachige Kollegen, так сказать. Как-то так. Конечно, наморосил, ну а что делать? В общем, мне процесс этот интересен. Буду, как говорится, держать в курсе.